я буду говорить о той концепции, которой придерживаюсь я сам, то есть личностно-ориентированное обучение как самореализация человека, его развитие, его приращение, идущее от него. В этом случае основная функция личностно-ориентированного образования – это обеспечивать и отражать становление системы личностных образовательных смыслов ученика. Вопрос о смыслах ключевой, потому что смысл ученика и образовательный смысл ученика, он как раз и есть то, из чего и проистекают и цели, и сама деятельность. Та деятельность, которая уже не будет отчуждена, да? То есть именно проистекать именно из смысла образования ученика и его целей, и работать на превращение действительное этого ученика. То есть если мы этим занимаемся и достигаем этого, добиваемся того, что происходит в образовательном процессе, у каждого имеются и выращиваются система личностных смыслов, то вот как раз мы будем заниматься с этим внутренним потенциалом человека. То есть не внешними какими-то требованиями или там чьими-то там хотелками родителей или, допустим, требованиями чиновников, которые иногда, собственно говоря, почему они вот требуют, допустим, чтобы сдавали ЕГЭ? Это что? Необходимость и потребность человека? Да, в общем-то, не всегда, и не для всех, по крайней мере. Но это необходимость управления системой образования. Поэтому власти и чиновники, им очень удобно использовать этот единый экзамен как систему управления вот, не только образованием людей, но и образованием государства и так далее. Это понять их можно. Но надо бы понять и самого человека, потому что у ученика, честно говоря, есть свои интересы, свои виды, свои цели, свои смыслы. И когда мы их полностью игнорируем, отчуждаем ребенка от его собственной жизни, то это не человекосообразно, по крайней мере, да? И не личностносообразно. Поэтому мы, если мы хотим видеть человека, помогать ему. А, кстати, декларируется как раз именно в государстве личностная ориентация, но в реальности она не происходит. То есть здесь как бы тоже налицо подмена, так сказать, на определенном уровне целей государственного управления. Пример простой, буквально недавний. Наш президент России, назвал 4 главных задачи развития страны. И первой задачей как раз назвал ту, которую наша научная школа еще лет 25 назад поставила как основную. Это самореализация человека. То есть он назвал это главной и первой целью нашей всей страны, России. Это сказал президент. Нравится этот президент или там нет, он назвал значимую гуманистическую цель. Сам ли он это назвал, помогли ли ему, подсказали его помощники, неважно. Но это первая цель развития страны. Так вот, если эту цель мы ставим, то ее надо достигать. Потому что в реальности, что происходит дальше в системе образования, эта цель сегодня не достигается. Она как бы наоборот даже идет, противоположные цели достигаются. И я вот пример, который привела наша Лариса, когда ученик уходит с экзамена, потому что он не соответствует никаким его личностным смыслам, и как человек он здесь полностью игнорируется в этой системе единого государственного экзамена, значит, это как раз противоречит той цели, которая поставлена президентом страны. Поэтому надо это говорить, это выявлять, и что-то с этим надо делать. И никто не сам по себе под лежачий камень вода не потечет. То есть чиновники не изменят своих позиций, они будут все равно стараться хотеть себе, получить какие-то дивиденды. Не все, может быть, конечно же, чиновники. Но мы видим, что бывают такие, которые, честно говоря, не интересуются внутренней сущностью детей, а интересуются доступом к определенным средствам, их вложениям и так далее. Вот с такими
чиновниками, нужно и говорить языком официального нашего президента, который четко называет, что должно быть приоритетом в стране. Это человек, это его самореализация, это его личностное развитие и так далее. То есть на самом деле здесь на нашей стороне именно официальная такая ориентация. Так вот, какая функция основная личностно-ориентированного образования? Это обеспечивать и отражать становление системы личностных образовательных смыслов ученика. А личностный смысл, как говорил наш психолог Леонтьев, личностный смысл – это значение, опосредованное мотивом. То есть есть мотив, желание, да, человека, и есть какое-то значение у этого мотива. Так вот, как раз именно смысл задает этот мотив. Потому что если ребенок нечто хочет делать, да, например, хочет доучиться рисовать, кататься на велосипеде, решать примеры математические, изучать историю древнюю, мифологию, вот эти все его мотивы, желания, они исходят из его личностных смыслов. И если мы занимаемся ими, выясняем хотя бы, что за смыслы там они личностные, тогда мы можем помочь ему реализовать его, потенциал, задействовать его мотивы. Ведь почему дети не хотят учиться? Или, допустим, сдавать экзамен и так далее? Да очень просто, потому что это не соответствует их личностным смыслам. Это не их вообще смыслы и не их образование. Им хотят его навязать. И это естественная реакция, по-другому и не надо ждать. То есть, если ребенок уходит с экзаменом, который никак не встроен в систему его личностных смыслов, он правильно делает. Он поступает человекосообразно, с позицией, которые продекларированы президентом России. То есть, он хочет самореализации, а не исполнения чужих каких-то, указаний. Педагоги, да и управленцы могут спросить и сказать: а слушайте, а как же так? Если мы пойдем на поводу у каждого ученика, что же это тогда будет? Если каждый будет делать то, что у него там личностные смыслы его подсказывают, как вообще тогда обучение строить, как предметы изучать, как да все полетит, как говорится, в тартарары, может сказать такие некоторые управленцы и даже учителя. На что мы ответим? Да нет, судари, уважаемые. На самом деле речь идет о смене, конечно же, и идеологии, и технологий, но все это можно построить. Более того, уже есть опыт, и не только там исторически Льва Толстого, есть опыт более современный, где показывается, как это можно делать, как можно работать с личными смыслами, как можно ученику помогать при ращении свое обеспечивать. Все это есть разработано в той или иной степени и в науке, и в практике образования. То есть это есть, но этим надо заниматься, и это надо реализовывать. Это вопрос, так сказать, реализации. Но это существует как примеры и образцы. Об этих примерах мы сейчас дальше и поговорим. Во-первых, задача какая? Задача педагога прежде всего. Сохранить и развить как раз то, что часто уничтожается и игнорируется. То есть сохранить и развить уникальность ученика, самобытность, разноуровневость, разноплановость, разнородность. То есть всю ту, как говорится, самость, которая существует на самом деле в каждом, в той или иной степени. То есть и наша попытка сейчас уравнивать всех в единые учебники, в единые экзамены, в единую школу и так далее. Это как раз противоположный тренд, говоря современным языком. На самом деле, если мы хотим обеспечивать самореализацию каждого человека в стране, то нужно признать, что каждый человек уникален, что у него есть право быть собой, что он может стоять в строю немножко по-другому, и выглядеть, и делать, и действовать он может по-иному. И более того, эта инаковость, она нуждается как раз в
культивировании, в развитии, а не в ликвидации, да? Вот. И поэтому, как говорится, мы еще вот не имеем такого массового опыта развития инакового подхода в образовании тем более, но к этому надо будет идти, надо приходить все-таки, что у нас вот максимум, что бывает, это, значит, официальное и как бы там неофициальное, да, там оппозиция и как, там власть, например. Всего два, как говорится, подхода. А вообще говоря, на самом деле, сколько людей, столько и подходов. То есть, по идее, нужно образованием так заниматься, чтобы не просто был один за, другой против, а у каждого были свои аргументы, касающиеся его и жизни, и отношения к предмету, и к себе, и к другим, и так далее, и к культуре. Вот, конечно же, это не значит, что эгоизм культивируется. Это культивироваться должно наличие личностного смысла. То есть ответа на вопрос, зачем все это есть, и для чего это мне, и я для чего в мире нахожусь. Да? Поэтому общее, конечно же, у педагога есть, это технологии личностно-ориентированной деятельности, но задача этих общих технологий сделать все-таки, сохранить и развить уникальное, индивидуальное. Да? Это можно делать, и эти технологии существуют, мы их элементы с вами рассматриваем.